привет! Сегодня на улице минус 18, поэтому я решила остаться дома и записать еще одно видео. И поговорим мы с вами об иммиграции. С тех пор, как я начала публиковать видео на YouTube, многие начали мне писать ВКонтакте и в комментариях на YouTube: расскажи о том, как эмигрировать в Новую Зеландию. Рассказываю сегодня. Однако, небольшой дисклеймер: я не иммиграционный агент, поэтому не рассчитывайте на мои советы. Все, что я могу вам рассказать, это то, что можно найти на сайте Новозеландском государственном об иммиграции. Поэтому эта вся информация доступна, но поскольку не все хотят читать на английском или могут читать на английском, я расскажу вам в общем чертах о том, как получить вид на жительство в Новой Зеландии, то бишь резидентство. Существует несколько способов. Первый способ – выйти замуж или жениться на гражданине Новой Зеландии или на резиденте. Единственное, что вам нужно будет, это подтвердить ваши отношения. Ну тут уж что можете придумать? Телефонные звонки, какие-нибудь совместные поездки, фотографии, если вы уже женились, там свидетельство о браке. Все что угодно, чтобы убедить иммиграционного агента, что у вас настоящие отношения и вам нужно это резидентство, чтобы жить в Новой Зеландии. Второй способ – инвестирование. Есть два типа – инвестор и инвестор плюс. Инвестор вкладывает $1,5 миллиона новозеландских долларов в экономику страны и получает резидентство. Инвестор плюс вкладывает 10 миллионов новозеландских долларов в экономику страны и получает резидентство. В чем разница? Если вы инвестор плюс, неважно сколько вам лет, говорите ли вы на английском, жили ли вы в Новой Зеландии и так далее, вы сразу получаете резидентство. Если вы просто инвестор, то, к сожалению, помимо $1,5 миллиона долларов, вам нужно еще знать английский, не быть старше, по-моему, 65 лет, и какое-то время находиться в стране. Однако, как замужество, так и инвестирование, пожалуй, не самые распространенные способы. Поэтому есть еще способ через работу и образование получить резидентство. Первое – это получить приглашение на работу в Новой Зеландии, чаще всего находясь за границей. То есть вы, например, в России или там где-нибудь в странах СНГ, и из Новой Зеландии вам присылают приглашение на работу. Нужно, чтобы ваша профессия была в определенном списке профессий, которые необходимы стране. Я внизу в описании вставлю ссылку на этот список, так что можете посмотреть. Но если вашей профессии нет в списке, тогда работодатель должен обладать определенной лицензией, которая разрешает ему приглашать людей из-за границы работать с целью ими потом получения резидентства позже. То есть суть этой визы в том, что 2 года вы работаете на этой профессии, на этой работе, на этого работодателя. Вы не можете никуда уйти. Ну, наверное, если только вы получите другую работу, которая опять-таки в этом списке, скорее всего, вы можете уйти. Но вам нужно проработать 2 года, и тогда вы можете получить резидентство. Единственное, получить приглашение от новозеландского работодателя, пожалуй, самое сложное в этом процессе, потому что вам надо его убедить, почему именно вы должны приехать на эту работу, а не какой-нибудь местный новозеландец или любой другой иммигрант, который уже в стране. Почему он не может выполнять эту работу? Ну еще, если вы сильны в спорте или искусстве, если вы зарабатываете на жизнь этим, то тогда, опять же, вы можете попасть в эту категорию. И четвертая категория – это наличие у вас, опять-таки, определенной профессии, которая подразумевает специализированные навыки. То есть это, пожалуй, самый распространенный способ иммиграции в Новую Зеландию. Это так, как я оформлялась, так что о нем я знаю больше всего. Итак, что же нужно? Нужно набрать 150 баллов. И тогда вы автоматически идете на рассмотрение. Если у вас 100 баллов, то вы все равно можете подаваться. Однако не факт, что вашу заявку будут рассматривать, потому что у них все-таки есть критерии. Есть определенное количество мест каждый месяц или каждые 2 недели, когда они выбирают людей. И, во-первых, они выбирают всех, у кого больше 150 баллов. И если они набрали места, то до вас очередь просто не дойдет. Если есть свободные места, то они смотрят: хорошо, давайте теперь выберем тех, у кого, например, от 130 до 150 баллов, и у кого есть, например, наличие там чего-то там.
Поэтому чем больше у вас баллов, тем лучше. Мой личный совет: не подавайтесь, если у вас меньше 150 баллов, потому что вы заплатите эти 500 или 600 долларов за заявку, и вы будете сидеть там и ждать, когда вас выберут, и, может быть, вас никогда не выберут. А через какое-то количество времени ваша заявка истекает, и нужно подаваться снова. Поэтому не тратьте зря деньги. Лучше подождите, наберите еще 1 год опыта работы, и тогда подавайтесь со 150 баллами, и вас точно выберут. Но опять же, вам решать, как вам хочется. Просто я знаю людей, которые просиживают в этом подвешенном состоянии несколько лет, и их никак не выбирают. Итак, как же получить эти самые баллы? Баллы вам даются за возраст, за ваше образование, за наличие у вас работы в Новой Зеландии, за опыт работы. И также еще есть различные бонусные баллы за всякие там мелочи. Итак, 150 баллов вам нужно набрать. Максимум за возраст, что вы можете получить, это 30 баллов. Это если вы молоды. То есть, если вам от 20 до 29 лет, то вы получаете 30 баллов. И оно идет по снижающей. И если вам от 50 до 55, вы получаете всего 5 баллов. То есть, чем вы моложе, тем лучше. Подавайтесь, пока вы молоды. Также, если у вас есть семья в Новой Зеландии, вы получаете 10 дополнительных баллов. Следующее – это работа в Новой Зеландии. Если у вас есть приглашение на работу, и не какую-либо работу, а именно ту, которая специализированная и предполагает определенные навыки, тогда вам дают 50 баллов. Если вы уже работаете на этом месте до года, то тогда вам тоже дают 50. Если вы уже работаете на этом месте больше года, то вам дают 60 баллов. И также есть еще дополнительные бонусные баллы. Например, если ваша работа не в Окленде, а где-либо в другом месте, потому что все хотят остаться в Окленде, это самый большой город, и Новая Зеландия пытается как-то пригласить людей в другие части страны. И вот если ваша работа не в Окленде, то вам дают 10 дополнительных баллов. Также, если ваша работа, опять-таки, в различных списках, то есть тот же самый список, про который мы говорили до этого, профессий, которые так необходимы стране, если ваша работа там, вы опять-таки получаете 10 дополнительных баллов. Далее, если ваша работа в сфере биотехнологий или IT или творчества, то вы получаете опять-таки 10 дополнительных баллов. Более того, если у вас есть партнер, там супруг или парень-девушка, с которым вы подаетесь вместе, и у этого партнера есть тоже работа в Новой Зеландии, но опять-таки не просто работа, а определенная специализированная, которая предполагает навыки. И опять же, это есть, так сказать, список всех этих работ, то есть это не с неба там откуда-то берется, это все прописано на сайте. Так вот, за это вам дают тоже 20 баллов, то есть уже неплохо. Следующее – это опыт работы. Если у вас есть опыт работы по вот этой специальной профессии, по которой вы подаетесь, то тогда вам дают баллы. Например, если у вас есть 2 года, вам дают 10 баллов, за 4 года дают 15, за 6 20, за 8 25 и за 10 30. То есть чем больше у вас опыта работы, тем больше баллов вы получаете. Единственное, имейте в виду, российский опыт работы не признается. По большей части потому, что мы можем пойти и договориться, и получить справку о том, что да, вот я здесь работаю уже 10 лет на этой специальности, и новозеландское посольство знает прекрасно о том, что у нас есть такая возможность, и поэтому российскому опыту работы не доверяют. Но есть определенные компании, которые международные, и вот если у вас есть опыт работы в этой международной компании, то тогда его зачитают. Опять-таки, я не знаю всех деталей, это вам придется искать самим, но я знаю, что есть такой факт, что российский опыт не считают в определенных случаях. Далее, если у вас есть опыт работы в Новой Зеландии, то вам дают бонусные баллы. Если у вас есть 1 год опыта работы в Новой Зеландии, опять-таки по этой специальности, вам дают 5 баллов. 2 года опыта работы – 10 баллов, 3 и более – 15.
И опять-таки, если ваш опыт работы либо в той специальности, которая так нужна Новой Зеландии, либо в тех сферах, что я до этого перечислила, биотехнология, IT и творчество, то вам дают дополнительные баллы. 10 баллов за каждое, если у вас от 2 до 5 лет опыта работы, и 15 баллов, если от 5 и выше. Далее, баллы дают за образование. Если у вас есть образование, которое котируется в Новой Зеландии, и я вам хочу сказать, что многие российские вузы котируются в Новой Зеландии, и, по-моему, если они не котируются, то вам всего лишь надо заверить ваш диплом там в определенной организации, которая посмотрит, что вы там учили, как называются ваши курсы, какую информацию там преподают, и они говорят: хорошо, давайте все это посмотрим и определим, какой примерно уровень образования по новозеландским меркам вы получили с этим дипломом. Так вот, 40 баллов дается за диплом или сертификат. Это по местным меркам. То есть это примерно как наш политех. 50 баллов за бакалавриат и 60 баллов за магистратуру или кандидата наук, потому что здесь это одно и то же. И если вы учились в Новой Зеландии, то вам дают дополнительные баллы. Если вы проучились 2 года и получили бакалавриат, то вам дают 10 баллов. Если вы проучились 1 год и получили магистратуру, то вам дают еще 10 баллов. Если вы проучились 2 года и получили магистратуру, специальность мастера, то вам дают 15 баллов. И далее вам дают еще 10 баллов, если ваше образование было на ту самую специальность, которая так нужна Новой Зеландии, и еще 10 баллов, если ваше образование было в тех сферах: биотехнология, IT и творчество. И если ваш партнер также получил образование, которое котируется в Новой Зеландии, то вам дают дополнительные баллы. Если у него сертификат-диплом, то это 10 баллов, если у него бакалавриат и выше, 20 баллов. Но не забываем, что это еще не все. Помимо того, что вам нужно набрать все эти баллы, вам нужно предоставить полицейские справки, предоставить кучу документов, которые подтверждают все это, а также пройти медицинский тест. И это не просто, когда вы идете к врачу и показываете, что вы не больны, а это существуют определенные места даже в России, где вот эти вот медицинские центры, они специально связаны с посольством Новой Зеландии, и именно там можно получить вот эту вот справку, которая котируется здесь, в стране, о том, что вы не больны. И это довольно дорогое удовольствие, по-моему, стоит около $250, но вам делают полноценный анализ всего, потому что очень важно, чтобы вы были здоровы. Также смотрят на рентгены, на кровь, ну, в общем, все, что только можно, они там проверяют. И вот если вы здоровы, то все отлично. Если, к сожалению, у вас гепатит или еще что-то, то гораздо сложнее эмигрировать в Новую Зеландию. Ну что ж, теперь вы знаете все про эмиграцию в Новую Зеландию, про то, как получить резидентство, вид на жительство и остаться здесь в стране. Надеюсь, вам было интересно узнать эту информацию. Может быть, кто-то задумается и попробует эмигрировать в Новую Зеландию. И я желаю вам всем в этом удачи. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!